Здравия. В прошлых частях дал сбалансированный режим питания вот этим вот комбикормом из магазинов. Но что делать, если совсем плохо, или ты студент, или пенсионер, или индус? Ведь они менее чем на доллар в день выживают. А у нас просто барские пособия по дожитию пенсионеров и инвалидов, начиная от 8 000 рублей. Бюджетному студенту режим платит в районе 3000 рублей. И если словил хоть одну тройку, то ты уже не человек и даже минимальной подкормки недостоин. Слетаешь со стипендии, плюс за общагу примерно 1500 в месяц. Первым делом выкинем роскошь из списка продуктов. Следом приведу новый с продуктами подешевле, о которых многие не знают. Соевый соус вообще не обязателен. Сейчас еще и с иероглифами какие-то отвратительные появились. Лавровый лист также не особо нужная приправа. Тем более, что мерзкие пельмени мы не едим. Майонез выкидываем, кетчуп лучшая приправа. Хоть и также не особо полезная, но забивает рецепторы и с ним можно потреблять любое хрючево из магазинов. Форель это, конечно, роскошь, не при Путине ее есть. В Союзе 3-литровые банки с икрой в холодильнике бывали, а сейчас даже рыба дорого. Кунжут также выкидываем и надеемся, что мы супер-йог в любом возрасте. И организм сам сгенерирует все нужные вещества из поступающих. Давайте, друзья, сопротивляемся геноциду. Режим должен как можно дольше платить пенсии. Свеклу выкидываем, ибо сахара мы из более дешевых макарон получим. Чеснок лесом из-за цены, луком обойдемся. Сметана и творог также роскошь. Теперь к новому списку. Соль берем самую дешевую. Из солянки сыпаться уже не будет. Есть рассыпуха за 11 рублей. Если найдете, то это счастье бомжа. Остальные уже рублей от 30. Сахар также рассыпуху искать следует. Перец каенский в пятерочке очень дорогой. Ищите банку где-то еще. Кетчупы мне самому еще придется пробовать. Возьмем с кило. Состав простой: томаты, сахар, приправы и куча химии. Махеев весьма вкусный, но дорогой. Шашлычный очень выгодный, но надо пробовать, как оно пойдет. Растительное масло примерно в одной цене. Тут уже ничего не сделать, а бы вкусно было. Курицу целиком заменяю на одно бедро в месяц. Примерно в полтос обойдется. Не все могут без мяса в нашем мире. Гречка, рис, горох остаются. С гречкой экспериментировать опасно в дешевом сегменте. А вот рис и горох можете поискать подешевле. Есть рассыпуха риса за 36 рублей, и это подарок по сути. Полотый горох также есть гораздо дешевле в прозрачном пакете. А дорогие макароны мы заменяем на вермишель «Красная цена». И вот она имба, вот она пушка, вот она бомба. Весьма вкусные и дешевые. Главный квест — суметь их сварить, так, чтобы они потом в комок не слипались. Пишите в комменты свои рецепты. Еще есть спагетти и прочее. Естественно, искать их следует на нижней полке у стены. Но цены, конечно, гуляют по полной. На момент записи прошлого ролика вермишель стоила 15 рублей. А на прошлой неделе уже 21 рубль. Ничего себе, такой рост 40%. А органы должны ограничивать от 10% роста на социально значимые продукты. Ну, одежда туда не входит, ничего страшного, будем голыми ходить. На фоне новостей про поднятие жуликами и ворами НДС на 2%, сетевые магазинчики уже подняли цены на многие товары в среднем на 20-30%. Ведь повышение цен – это закономерное следствие успехов в экономике. А депутаты начинают рассказывать про введение продуктовых карточек. Дожились, короче, в 90-х талоны были на еду, и сейчас идем по кругу. Ведь у них по плану эпидемии войны и голод. Ну и запреты розовых бургеров и прочая идиотия. Ох, посмотришь новости и точно понимаешь, что они все кокаиновые зайчики с протекшими мозгами. И на мой взгляд, органам пора подключать репрессивную машину. А то русский мужик долго запрягает. Если начнутся голодные бунты, я против онных и прочих, ибо становится только хуже. А управление перехватывают очередные картавые клоуны. Тем не менее, текущий режим скоро снесут новые мечтающие о золотых унитазах. Верхние тупо сядут в свои самолеты, а вот нижним чиновникам достанется по полной. ЦРУ, как всегда, поможет с госпереворотом. Ну так же, как сделал текущий режим в 90-х. Жизнь стала в квадрате хуже. Текущим говном уже все наелись. Если вспыхнет, мало не покажется. Очень давно не было. Так что пора прокуратуре сделать показательный пример. У тех же магазинов «Лента» уже давно космические цены. И их не так много. Просто в понедельник заходит одновременно проверка во все магазины. Переписываются цены.
особенно на социально значимые товары, которые уже давно не может позволить себе каждый, тоже мясо, например. И выписывается предписание, что в связи с военным временем будьте добры навести до пятницы порядок с ценами. Тем более, что не секрет, что сетевые выродки зарабатывают по 200-300% с многих товаров путем продажи полок, через принуждение к заказу услуг производителям у сторонних фирм и прочие схематозы. А в пятницу приходит вторая проверка и начинаются штрафы. А на следующий день приходит пожарная проверка, на следующий санинспекция, на следующий день налоговая и так далее. Но вы и без меня умеете кошмарить предпринимателей. Думаю, идею поняли. Сейчас такое время, что никто не осудит, и органы весело прессуют друзей Путина, и всем плевать. Верхние слишком заняты перераспределением убывающей кормушки. А затем прокуратуре следует идти прессовать на тему соблюдения Конституции. Статьи 8 и статьи 74 насчет свободного перемещения грузов, товаров и услуг, пошлин внутри и так далее. То есть вот этих вот платонов и платных проездов по трассам быть не может. И не может быть двойного налогообложения за дороги еще и в цене на бензин. И статья 27 для обычных смертных еще. Кроме того, эти будки на трассах часто не оформлены как следует. Вопрос еще и в земле. Я, конечно, понимаю, что там какой-то депутат кормится, но пусть выбирает бизнес, а возможно и жизнь, или затянуть свой хамон. И если органы не начнут жестко прессовать, дальше будет хуже. Мы уже на границе очередного госпереворота. Еще сейчас увеличились преступления отвернувшихся из зоны боевых действий. Представьте, что будет, если они перестанут по пьяни бить жен и переключат внимание на кого-то еще. А ведь у многих из них с башкой конкретные проблемы, как и после любой войны. Если найдется правильный пастух, вся эта энергия обрушится куда следует. Из списка яблоки и яйца только сильно подорожали за прошедшие пару недель. Но тут головой во дворах покрутите. Я, например, нашел классную здоровую Антоновку во дворах. Уже наварили варенье. Проверил прибором на пестициды и радиацию. Все в норме, еще меньше, чем в магазинных. И они пахнут, их едят червячки, и они в течение недели сгнивают. Сравните с магазинной химией, лежащей по полгода. И помните, каждая подписка – это шаг к здоровой психической жизни. Всем добра, здоровья, процветания и денег.